Глава 15. «Вечно вам приходится меня спасать», — сказала Сабрина с легким недоумением, едва Джанет вышла из комнаты. «Я все время попадаю в какие-то неприятности». Райлан внимательно посмотрел на девушку, но она смотрела куда-то в другую сторону. Наконец она перевела взгляд на Райлана, и он понял, что она думает о своей жизни в Токен-Крик. «Вы оказались рядом в ту ночь, когда Зэк избил Элизу, и вы проводили меня до дома», — вспоминала Сабрина. «Вы нашли меня на улице, когда я разговаривала с Паулой, и потом на следующий день говорили со мной о моей безопасности. Вы разыскали Касси и попросили ее отвезти меня на ранчо, чтобы мне не пришлось самой управлять повозкой». Сабрина остановилась и вдруг открыла от удивления рот. «Вы оказались рядом, даже в тот первый день, когда я познакомилась с Бреттом Тобаном, и вы позволили мне пройти через конюшню, чтобы я могла поскорее вернуться к Джанет». «Я был рад оказать вам эти маленькие услуги», — сказал Райлан искренне, слегка улыбаясь девушке. «Мне трудно в это поверить», — возразила ему Сабрина. «У вас есть более важные дела, чем опекать меня». В первый раз Райлан совершенно перестал контролировать выражение своего лица. Улыбка, которой он улыбнулся Сабрине, была нежной и любящей. Она ясно отражала то, что он чувствовал в душе. Он не знал, что хотел бы увидеть в ответ, что угодно, но только не ту муку, которая исказила лицо Сабрины. И он никак не ожидал услышать слова, произнесенные девушкой с глубоким внутренним убеждением. «Только не влюбляйтесь в меня, Райлан Джарвик. Это самое худшее из того, что вы можете сделать». Несколько мгновений в комнате стояла полная тишина. Райлан первым нарушил молчание, и когда он это сделал, его голос был все таким же ласковым, а лицо открытым. «В вашей жизни есть кто-то, Сабрина? Муж или жених, о ком вы ничего не говорили?» «Нет, ничего подобного», — ответила Сабрина, жалея о том, что не проигнорировала его взгляд и не промолчала. Райлан кивнул, после чего спросил: «Возможно, в моем характере есть что-то, что вам не нравится?» «Нет», — ответила Сабрина удивленно. «Вы находите меня отталкивающим?» «Нет», — воскликнула Сабрина, совершенно сбитая с толку. Райлан посмотрел на нее, моля Бога, чтобы им не помешали, потому что ему было необходимо задать ей следующий вопрос. «Вы хотите сказать, что проблема заключается в вас?» Сабрина отвела взгляд в сторону, но все же утвердительно кивнула головой. «Это как-то связано с тем, что вы без труда находите подход к женщинам легкого поведения?» Сабрина зажмурила глаза, но все же нашла в себе силы кивнуть. Она понимала, что скорее предпочла бы снова быть избитой, чем поведать этому мужчине о своем прошлом. Но он догадался сам. Сабрина боялась посмотреть на него. Она хотела остаться в этом городе. Она успела полюбить Токен-Крик, но не каждый же человек похож на Дэнни Баршоу. Не все смогут понять. «Я не считаю, что прошлое человека определяет его будущее», – начал Райлан. «Особенно то прошлое, в котором человек раскаялся». Сабрина исподволь посмотрела на него и уже не смогла отвести глаз. «Неужели вы думали, что я буду осуждать вас?» – спросил Райлан. Сабрина кивнула. Ей все еще очень хотелось, чтобы все, что касалось ее прошлого, было неправдой. Ей все еще хотелось, чтобы этот мужчина мог стать ее мужчиной. Вполне сознавая то, что он много раз спасал ее, она, тем не менее,
не замечала самого чудесного. Он заставил ее почувствовать себя оберегаемой и любимой. «Простите за беспокойство», – заговорила Хезер, стоявшая у дверей и державшая за руку Фету. «Фете хочется немного посидеть в своем кресле». «Спасибо вам за то, что вы позволили нам воспользоваться вашей комнатой, Фета», – поблагодарил Райлан, поднимаясь. Сабрина подвинулась и села немного ближе к Фете, и как только пожилая женщина устроилась удобней, она заговорила. «Вам очень идет это серое платье, Фета. Это ваш цвет». «Как вы себя чувствуете, Бри?» – спросила Хезер. «Ушибы еще болят. Со стороны они выглядят просто ужасно». Сабрина слегка улыбнулась. «Боюсь, что да, кожа вокруг правого глаза и щеки очень чувствительная». «Оно и понятно, там самый темный синяк». «Интересно, сколько потребуется времени, прежде чем я смогу выходить на улицу?» «Попробуйте прикладывать холодный компресс, Сабрина», – посоветовала Хезер. «Я припоминаю, как кто-то говорил, что холод помогает при ушибах». «Я так и сделаю», – сказала Сабрина, поблагодарив ее. «А вот что, Фета», – Хезер повернулась к женщине, – «я скоро зайду проведать вас». Хезер пошла к выходу из комнаты, и Сабрина посмотрела ей вслед, после чего перевела взгляд на Райлана. Мужчина улыбался. «Опять вам от меня никуда не деться», – сказал он. «Я так не думаю», – ответила Сабрина со смехом. «Но ведь вы боитесь, что я снова заговорю об этом?» Сабрина вздрогнула. «В некотором смысле я чувствую облегчение от того, что кто-то знает обо мне правду. А с другой стороны, мне хотелось бы, чтобы у меня вообще не было никакого прошлого». «Ну, я надеюсь, что мы сможем поговорить об этом еще. Но не волнуйтесь, мы не будем больше говорить об этом сейчас». Райлан уже собрался уходить. Сабрина внимательно смотрела на него. «Мне нужно подготовиться к проповеди и еще кое-кого увидеть». «Спасибо вам за то, что зашли проведать». «Вообще-то у меня не было времени, но я заставил себя прийти». Сабрина изо всех сил старалась не рассмеяться, но у нее ничего не получилось. Райлан улыбнулся в ответ на ее смех и вышел из комнаты. Сабрина спрашивала себя, не приснился ли ей весь этот разговор. Райлан Джарвик узнал, что она была проституткой, и при этом он не стал вести себя так, как будто, находясь рядом с ней, он может подхватить какую-нибудь заразу. Сабрина посмотрела на Фету, но взгляд пожилой женщины ничего не выражал. Работает ли ее сознание, Господи? Знает ли она вообще о том, что я здесь? Эти вопросы остались без ответов, равно как и тот, который Сабрина задала сама себе. Что было бы легче? Не иметь никаких воспоминаний и оказаться в состоянии Феты? Или же жить с теми воспоминаниями, которые были у нее? «Ну как теперь?» – спросила Бекки, стоя рядом с диваном, на котором лежала Сабрина. «Я не чувствую своего лица. Вы намочили эту ткань в холодной воде?» «Естественно». Плечи Сабрины вздрогнули от сдерживаемого смеха. Она воспринимала свое положение с юмором, но Бекки была, как всегда, прямолинейной. «А что еще я должна была сделать?» «Я не знаю». Голос Сабрины звучал приглушенно из-под ткани, но она и в этом положении умудрялась смеяться. «Просто немного полежите, я скоро приду». Сабрина махнула рукой и сделала все, как ей велели. Ее никогда не заставляли лежать неподвижно, как сейчас, и она поняла, что в таком положении было очень удобно думать. Ей не на что было смотреть и не с кем говорить. Ее блуждающие мысли остановились на Райлане. Она вспомнила, как выглядело его лицо и в какой позе он сидел во время их разговора. Сабрина без труда проанализировала свои наблюдения и пришла к выводу, что Райлан не удивился, когда узнал о ее прошлом. Его вопрос прозвучал тихо и обдуманно. Впрочем, это не должно было удивить ее.
Она провела в поместной общине довольно много времени и знала, что верующие не имели обыкновения общаться с проститутками и другими обитателями неблагополучных районов. А Райланд же неоднократно был свидетелем того, что она разговаривала с подобными людьми. Потому не было ничего странного в том, что он догадался, почему она легко находит общий язык с представителями отбросов общества. Вдруг перед ее глазами встало лицо Кристал. Сабрине захотелось повидаться с этой девушкой. Но с таким расквашенным лицом, какое было у нее сейчас, это можно было осуществить только ночью. При этом Сабрина знала, что женщины из ее нынешнего пристанища не составят ей компанию, а также не позволят ей пойти туда одной. Ей пришло в голову попросить Райлана сопроводить ее, но она почти сразу отказалась от подобной идеи. Он и без того сделал для нее слишком много. Прежде чем Сабрина успела составить какой-то план, в комнату зашла Бекки, и на какое-то время мысли о Кристал и о прошлом отошли на задний план. «Все оказалось так, как вы предполагали», – сказал Чес, услышав краткий рассказ Райлана. «Но вы с ней почти не обсуждали ее прошлое». «Нет, я думаю, что для этого еще не пришло время. Она знает о ваших чувствах?» «Сомневаюсь, что она позволяет себе думать об этом. Она раздавлена тем фактом, что я узнал о ее прошлом. Вы собираетесь сказать ей о том, о чем вы сказали мне? Только если она примет мою любовь и хотя бы будет согласна обсуждать возможность каких-то отношений. И как вы пережили подобное откровение, Рай? Это не шуточное дело». «Конечно же не шуточное, но ее грехи не имеют никакого отношения ко мне. Я даже не знал ее тогда. Она грешила против Бога, и Он простил ее. Меня больше беспокоит то, как она будет воспринимать меня, учитывая то, как мужчины до этого обращались с ней. Конечно, я не в восторге от того, что к ней прикасались другие мужчины, но я хочу знать, как будет реагировать ее сердце, когда дело дойдет до моих прикосновений. Если мы сможем обсуждать это, то я думаю, что у нас есть шанс». «Я буду молиться о вас», – сказал Чес, прощаясь, и, как всегда, Райланд знал, что это не пустые слова. Сабрина была рада тому, что накануне Джанет принесла ей работу на дом, но она чувствовала себя настолько обессиленной, что не прикасалась к ней до самого утра. Было непривычно проводить это время не в кругу прихожан. Она с нетерпением ждала возвращения Джанет и Хезер и их пересказа проповеди. А до тех пор она планировала заняться шитьем. Но она не предполагала того, что ее лицо будет так сильно болеть, когда она будет наклоняться над тканью. Не прошло и 30 минут, как девушка разочарованно подняла голову. Она хотела помочь и не собиралась быть обузой для Джанет. Она планировала выполнять свою часть работы, но из этого ничего не вышло, и ее гордость была уязвлена. «Почему ты идешь на поводу у своей гордости?» – спрашивала себя Сабрина, сидя в маленькой гостиной. Она осознавала, что ей придется признаться Джанет, что она не смогла выполнить работу. Сабрина откинула голову на спинку кресла и напомнила себе о том, что нужно быть терпеливой и благодарной от того, что Джанет позволила ей совершить эту попытку. «Кажется, я закончила», – сказала Мэг Брэду, когда их фургон доехал до дома. «Что ты закончила?» «Изучать качества, которым должны соответствовать пресвитера. И знаешь что?» «Что?» «У тебя есть эти качества». Брэд повернул голову и посмотрел на Мэг, а Мэг посмотрела на него. «Я не знал, что ты изучала этот отрывок самостоятельно». «И я не говорила тебе. Я просто прислушивалась ко всему, о чем ты говорил, и потом думала о том, что означает каждое из этих требований. Я не могу найти хотя бы одно требование, которому бы ты не соответствовал». Брэд улыбнулся жене,
но потом задумался. Через какое-то время он сказал: «Это серьезное дело, но мне хочется к этому стремиться». «Разве Райлан никогда не говорил с тобой об этом?» «Да, он очень меня поощряет и хочет, чтобы я продолжал расти и дальше». Мэг подсунула руку под локоть мужа и придвинулась к нему ближе. Саванна, которая обычно затихала, когда они ехали в фургоне, показала на что-то и попыталась произнести несколько слов, которые прозвучали совершенно бессвязно. «Я делаю это для нее, Мэг», – вдруг признался Брэд. «Я не имею в виду, что ты не играешь в моей жизни большого значения, но до рождения Саванны я не понимал, как сильно мне нужно разобраться в себе». «Твои слова свидетельствуют о том, что твое сердце в правильном состоянии. Я не знаю, что еще здесь нужно исправлять». Брэд повернул голову ровно настолько, чтобы поцеловать жену в висок, а его глаза смотрели на живот Мэг. Второй ребенок должен был родиться в феврале. Жена и 2 детей. Он все еще не мог до конца поверить в это. Его переполняли удивление, благодарность, благоговение перед Божьей любовью к нему и много других чувств. «Вы придете к нам на обед?» Так звучало приглашение Джанет. И вот теперь Райлан сидел за обеденным столом вместе с хозяйкой дома, Хезер и Сабриной. Сабрина не почувствовала неловкости, когда он вошел, но ему показалось, что она все же была немного более молчалива, чем обычно. Он заметил, что отеки вокруг ее глаз почти спали, и стал размышлять о том, сколько должно пройти времени, прежде чем он увидит ее лицо без ссадин. «Вам удалось что-нибудь сшить?» – спросила Хезер. «Почти ничего», – ответила Сабрина. «Простите меня, Джанет, я думала, что смогу помочь вам, но как только я наклоняюсь над тканью, у меня начинает болеть лицо». «Не беспокойтесь об этом», – сказала ей Джанет. И она действительно так думала. Она видела, что Сабрина волнуется по этому поводу и решила, что, возможно, именно это волнение было причиной ее молчаливости. У Джанет в голове были самые романтические планы, и ей хотелось бы объяснить молчание девушки присутствием Райлана. Но при этом она изо всех сил старалась не думать об этом. «Очень вкусная говядина, Бекки», – похвалил Райлан, когда вошла кухарка, чтобы проверить, как идут дела. «Ну, мяса у нас еще много, поэтому ешьте на здоровье. Бри, вы что-нибудь едите?» Сабрина взяла в руки вилку и приступила к еде, не понимая, почему ее настолько выбило из колеи присутствие в доме Райлана. Он вел себя так, как если бы их разговоров в пятницу вообще никогда не было. «Хотите, мы расскажем вам о проповеди, Бри?» – предложила Джанет. «Пожалуйста», – ответила Сабрина, искренне желая узнать об утреннем богослужении и чувствуя что-то вроде облегчения от того, что разговор перейдет на другую тему. «Мы говорили о посланиях к Колоссянам 3 главе», – начал Райлан. «Сегодня я особенно много говорил о важности того, чтобы мы приняли решение жить для Христа. Мы должны ежедневно стараться думать о вечности. Грешные привычки появляются очень легко, но мы не можем позволить себе следовать им». «Какие стихи вы читали?» Первые 5 стихов из 3 главы, где говорится: «Итак, если вы воскресли во Христе, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Затем в 10 стихе написано: «И облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его». «Нам нужно помнить о том, кто мы есть», – продолжал Райлан. «Мы находимся во Христе,
что означает, что мы не вправе слишком привязываться ко всему земному. Мы должны любить людей, за которых умер Христос, но не земные вещи. Соблазн очень велик. Мы любим нашу земную жизнь, но нам нужно помнить о том, насколько все это временно, а также о том, в чем заключается наша цель во Христе. «Как вы заучиваете все эти стихи?» – спросила Сабрина, которая все еще была под впечатлением того, что пастор цитировал их наизусть. «Прежде чем начать проповедовать на какой-то отрывок из Писания с кафедры, я много месяцев изучаю его. Было бы более чем странно, если бы я не запомнил его за это время наизусть». «У меня есть вопрос к вам по поводу первого стиха», – вмешалась Хезер. Но Сабрина продолжала думать о том, что сказал Райлан. Она не знала, любит ли она мирские вещи, но эти стихи были записаны в Библии не случайно. Она никогда не задумывалась о том, любит ли она свою жизнь на земле больше, чем Христа. Это ей еще предстояло понять. «Как вы смотрите на то, чтобы перейти к десерту?» – спросила Бекки, входя с пирогом и горкой десертных тарелок. Десерт сопровождался беседой, после чего Джанет пригласила всех присутствующих перейти в гостиную. Сабрина встала со своего места и начала собирать со стола тарелки. Бекки стала возмущаться, говоря, что девушка не должна этого делать. Но Сабрина не обращала на ее слова никакого внимания. Хезер тоже энергично взялась за дело, и очень скоро вся посуда была отнесена на кухню. Бекки что-то сказала Райлану, и не успела Сабрина и глазом моргнуть, как он уже стоял рядом с ней. «Давайте пойдем в гостиную, пока у Бекки не случился разрыв сердца». «Вот именно!» – воскликнула Бекки. «Она должна отдыхать, проводите ее». Сабрина последовала за Райланом, стараясь быть терпеливой. Она не считала, что нуждается в опеке, и не понимала, почему все считают, что именно Райлан должен присматривать за ней. «Я полагаю, что у вас есть дела и поважнее, чем удерживать меня от работы», сказала Сабрина, следуя за ним в гостиную и стараясь не выглядеть взволнованной. «Это ваш способ избавиться от меня?» Глаза Сабрины немного сощурились, когда она посмотрела на Райлана. Возможно, она и ответила бы ему что-нибудь, но они уже входили в гостиную, где их ждала Джанет. «Я хотел спросить вас, не желаете ли вы сегодня вечером выйти из дома и прогуляться?» Когда Райлан собрался уходить от Джанет, он решился попросить Сабрину проводить его до дверей. «Что вы задумали?» Сабрина не могла поверить, что сейчас ей представится возможность выйти на улицу. «Я подумал, не провести ли для вас экскурсию по конюшне? Мы могли бы выйти из дома в сумерках, тогда на улице будет достаточно света, чтобы что-то видеть, но почти не будет народа». «А конюшня сегодня закрыта?» «Да, мэм». «Я с радостью пройдусь». «Я зайду примерно в 7:30. Подходит?» «Да, я буду готова». «Можете не наряжаться. Там довольно пыльно». Сабрина кивнула и затем вспомнила, как Райлан окунул ее в кадушку с водой. Она из-под-тишка бросила на него лукавый взгляд и была готова поклясться, что он тоже вспомнил этот случай. «Увидимся вечером», – сказал Райлан, не желая обсуждать тот инцидент, который, конечно же, тоже пришел ему на память. Сабрина согласилась и посмотрела вслед Райлану. При этом она говорила себе, что ее восторг касается всего лишь возможности выйти из дома. Кассиди удобно устроилась в гостиной Виков. Нелли, младшая дочь супружеской пары, сидела у нее на коленях. «Она долго не просидит», – сказала Миранда, замечая сонный взгляд дочери. Затем вошла Хайди, что-то говоря на ходу. «Хайди», – остановила ее мать, – «пожалуйста, выйди и войди снова». Хайди повернулась, вышла из дверей и вошла снова, на этот раз молча. Кассиди посмотрела на Миранду, ожидая объяснений.
Некрасиво оказываться в центре внимания, перебивая кого-то, когда входишь в комнату и что-то при этом говоришь. С этими словами Миранда посмотрела на Хайди. Выполнив просьбу матери, девочка села рядом с ней. «На этот раз ты все сделала намного лучше. Спасибо». «Мне многому предстоит научиться», — сказала Кассиди. «А времени до января осталось совсем мало». «Ну?» – начала Миранда с сочувствием. «У тебя же не родится 6-летний ребенок. У тебя будет в запасе немного времени, прежде чем твой ребенок начнет говорить». «Это верно. Мне 6 лет», – сказала Хайди, подойдя ближе к Кассиди. «Да, ты уже большая девочка. А Нелли маленькая, она совсем малышка. Хочешь ее подержать, Хайди?» – предложила Кассиди. Девочке эта идея понравилась, и она забралась на диван, чтобы принять подходящее положение. Кассиди передала годовалую малышку 6-летней сестре, беспокоясь о том, чтобы та не проснулась, но этого, к счастью, не произошло. Через некоторое время к ним присоединились Чес и Трейс в сопровождении Фрэнклина и Паркера, и Чес предложил всем поиграть в слова. Эта игра нравилась детям. День пролетел быстро, и, как всегда, по пути домой Кассиди делилась своими мыслями с мужем. «Когда мы бываем у Виков, – начала Кассиди, – и я совсем перестаю понимать, чего я хочу. Нелли и Хайди просто прелесть, но мальчики тоже ужасно милые, и с ними очень весело. Я не могу не поражаться тем, какие огромные глаза у Паркера, и он просто без ума от Чеса. Я представляю себе, как наш маленький мальчик будет также смотреть на тебя». «Как Фрэнклин?» – спросил Трейс с улыбкой. «Он просто не сводит с тебя глаз. Тебе нужно будет еще раз прискакать к ним на Квинси и дать ему прокатиться». «Я думаю, что в следующий раз его нужно будет покатать на ранчо». «Отличная идея! Если ты это сделаешь, у тебя появится преданный раб на всю оставшуюся жизнь». «Я думал, что у меня уже есть раб», – попытался пошутить Трейс, но не договорил, почувствовав толчок в бок. «Значит, большую часть своих навыков вы приобрели, когда жили на ферме? Или все-таки уже после того, как переехали сюда?» – спросила Сабрина, когда экскурсия по конюшне закончилась. «Я почти всему научился на ферме, но здесь я отточил свои навыки. Пит был очень терпеливым и не выгонял меня с работы, даже когда не все шло хорошо». «Например?» Райлан сделал шаг в сторону от черного входа, который вел в переулок, и протянул руку, нащупывая крюк. Затем он снял со стены покореженный кусок железа и протянул его Сабрине. «Это одна из моих первых попыток выковать крюк». Сабрина зажала свободной рукой рот, чтобы не рассмеяться. «Можете смеяться сколько угодно», – сказал Райлан. И Сабрина так и сделала, протягивая крюк ему обратно. Райлан повесил крюк на место, крепко закрыл дверь и подошел к Сабрине, собираясь предложить ей уже идти обратно к дому Джанет. «Райлан», – остановила его Сабрина, поднимая на него глаза в сгущающейся темноте. «Вы не могли бы отвезти меня к Кристал? Я хочу поговорить с ней, и я знаю, что никто из обитателей дома Джанет не поймет меня». Райлан внимательно посмотрел на девушку. Он не ожидал подобной просьбы, но ее логика была ему ясна. Это было так на нее похоже. «Я не против того, чтобы проводить вас, Сабрина, но вы подумали о том, что уже становится слишком поздно?» Сабрина не нуждалась в дальнейших объяснениях, но при этом нисколько не смутилась. «Я думаю, что смогу понять, если у нее кто-то есть». Райлан не стал у нее спрашивать, по каким признакам она это поймет, и без промедления согласился проводить девушку на Виллоу-стрит. «Как у вас дела?» – спросила Сабрина, и она и Райлан были приглашены в квартиру Кристал. «Как у меня дела? И вы можете спрашивать меня об этом, когда я смотрю на ваши кровоподтеки?» «Да, могу. Я не видела вас уже много дней». «Вопрос в том,
«Видели ли вы эту змею Зека?» – сказала Кристал, так и не ответив на вопрос Сабрины. «Нет, не видела, но я продолжаю надеяться, что его поймают». «Возможно. Он в бегах. Скорее всего, он думает, что убил вас». «Надеюсь, что он далеко отсюда», – сказала Сабрина, после чего она изложила причину своего прихода. «Я собираюсь начать поиски другой квартиры. Я больше не буду здесь жить». Кристал кивнула. Она всегда чувствовала, что переезд Сабрины – это только вопрос времени. «Ну, мне было приятно познакомиться с вами. Я не уезжаю из города, просто хочу перебраться в другой район». Кристал кивнула, но в ее глазах было написано сомнение. «Не смотрите на меня такими глазами», – сказала Сабрина твердо. «Я никогда не лгала вам и не собираюсь начинать это делать сейчас». Ее тон заставил Кристал улыбнуться. «Вы говорите очень бодро для человека, на котором от побоев практически не осталось ни одного живого места». Сабрина усмехнулась и встала. «Я надеюсь, что через недельку я смогу свободно ходить по улице. Не забывайте, что я молюсь о вас». «А теперь идите», – сказала Кристал, – «и заберите с собой эту ходячую гору». Райлан не смог сдержать смех, и после того, как Сабрина обняла Кристал на прощание, последовал за ней к дверям. Его сердце переполняли разные эмоции, и когда они вышли из этой квартиры, он не знал, с чего начать. Ему хотелось сказать Сабрине, какая она необыкновенная и как он ценит ее. Но не сейчас, не в темноте, когда он не мог видеть лица девушки. «Мне нужно найти себе жилье», – сказала Сабрина, когда они уже были на полпути к дому Джанет. «К чему торопиться?» – спросил Райлан. Сабрина промолчала, и Райлан не стал настаивать на ответе. Глава 16. «Джанет, просто сокровище», – начала Сабрина. «И Бекки с Хезер тоже. Но мне тяжело жить в этом доме». «Вы имеете в виду сам дом? Здание?» «Да. Он похож на тот дом, в котором живет моя сестра. И эти воспоминания причиняют мне боль». «Мне жаль, Сабрина. Жаль, что мы об этом ничего не знали». «Не могла же я сказать». «Да, кстати, каждый раз, когда я вижу ваш дом, я вспоминаю о своей сестре. Той самой, которая втянула меня в проституцию, а потом бросила, выйдя замуж за богатого человека». «Скажите мне вот что, Сабрина», – начал Райлан. Ее слова резанули его как ножом. «Когда в последний раз вы чувствовали, что о вас заботятся?» «Простите меня за то, что я это сказала», – проговорила Сабрина сокрушенным голосом. «Я не упрекал вас. Я действительно хочу получить ответ на свой вопрос». «Ну, здесь я чувствую, что обо мне заботятся», – сказала она. Теперь уже немного смущенно. «И Дэнни с Келли заботились обо мне». «А до этого?» – настаивал Райлан. «Ох», – произнесла Сабрина, после чего надолго замолчала. Впереди показался дом Джанет, и она спешила договорить. «Я плохо помню. Возможно, когда мне было лет 12 или 13, когда еще был жив мой отец». Не успел Райлан что-то сказать на это, как они уже вошли в дом и больше не могли продолжать эту тему. Но до самой ночи, пока Райлан не заснул, он вспоминал эту вечернюю прогулку и разговор. «Ну и ну!» – сказал Райлан Джесси, зайдя в магазин на неделе. «Весело, ничего не скажешь». «В самом деле», – согласилась Джесси не без доли сарказма. «Обожаю, когда ломаются полки». Предварительно отодвинув банки и коробки, Райлан опустился на колени, чтобы лучше рассмотреть поломку. «Когда это случилось?» «Должно быть ночью. Когда я пришла утром, все уже было так, как сейчас». Райлан видел, что доску уже не починить, но он был уверен, что Чес сможет быстро выпилить такую же. То же самое мог сделать и Джеб. Но они с Пэттиэнс все еще были в отъезде, о чем Джесси отлично знала. «Вам не хватает Сабрины?»
– спросил Райлан. «Она не работает у меня по четвергам, но если бы она была здесь, я бы уже послала ее на поиски Чеса». «Скажите мне, Джесси, как вы справляетесь со всем этим?» «Не знаю. Пожалуй, я делаю все это уже так давно, что даже не помню, как я жила без этого магазина». Джесси улыбалась ему, явно не чувствуя горечи от этой мысли, но тут к ним подошла Кланси. «Это вы сломали полку, пастор Райлан?» «Я ее не ломал, но я собираюсь поговорить с мистером Виком, чтобы он ее отремонтировал». Джесси начала возражать, но Райлан сделал рукой знак, чтобы остановить ее, и продолжал разговаривать с маленькой девочкой. «Как ты думаешь, может быть, сюда зашел медведь и сел на эту полку?» «Я не знаю», – ответила Кланси, и ее глаза расширились от такого предположения. «Или, может быть, это был слон?» – предложил Райлан еще одну версию. «Как ты думаешь, он мог сюда зайти?» «Он бы не поместился», – заявила девочка настолько серьезно, что Райлан рассмеялся. «Кто-нибудь может меня здесь обслужить?» Раздался раздраженный голос со стороны прилавка, и Джесси пошла в ту сторону. «Ну?» – сказал Райлан, когда они остались одни. «Что ты собираешься сегодня делать?» «Возможно, мы пойдем к ручью», – сказала ему Кланси. «Мы можем промокнуть». «Неплохая идея». «А вам нравится мокнуть в воде?» «Нравится, особенно когда стоит такая жара, как сейчас». «А сейчас жарко?» – спросила Кланси, и Райлан снова улыбнулся. Только ребенок мог не заметить такой высокой температуры воздуха. Вообще-то Райлан зашел, чтобы купить мыло. Но он видел, что Джесси все еще была занята. Он собрал упавший с полки товар и как можно аккуратнее сложил его на полу. Когда он, наконец, выходил из магазина, в руках он нес сломанную полку. Райлан собирался зайти к Чесу или оставить ее Миранде, если Чеса не окажется дома. Как только у того появится время, чтобы заняться этим, он, возможно, вырежет и вышлифует такой же. Это дело займет у него не более 10 минут. «Еще немного», – приговаривала Хезер, наклонившись над лицом Сабрины, припудривая порошком еще заметные следы от синяков. Наконец она выпрямилась и улыбнулась девушке. «Ну вот теперь это лицо стало таким, каким мы все его знаем и любим». «Я выгляжу нормально? Мне можно выходить на улицу?» «Думаю, что да. Джанет удивится, когда увидит вас, а Джесси и девочки будут просто в восторге». «О, Хезер», – произнесла Сабрина, и ее глаза выражали благодарность. «Видите ли, моя пудра немного бледновата для вашей кожи, поэтому давайте сначала покажемся Бекки». Женщины пошли на кухню и встали, ожидая, когда их заметит Бекки. Она, как обычно, суетилась и не сразу подняла глаза, поэтому прошло некоторое время, прежде чем она их заметила. «Ну и ну!» – воскликнула Бекки, подходя поближе и внимательно разглядывая Сабрину. «Так лучше?» – спросила девушка. «Если бы я не видела вас с синяками, то я бы ни о чем не догадалась. Что вы сделали, Хезер? Запудрили их?» «Да, мэм, теперь она отлично выглядит, верно?» «Я пойду на работу», – сказала Сабрина, отчего Бекки сразу же насторожилась. «В мастерскую?» «Да. А потом к Джесси». «А потом куда?» «После этого я отправлюсь в самый плохой район города, и поскольку сегодня суббота, то я ввяжусь в драку с первым попавшимся пьяным мужиком». Хезер даже не пыталась скрыть смех, но Бекки вся подобралась, как маленькая курица, и приготовилась сделать Сабрине выговор. «Только не это», – прервала ее Сабрина. «Я спешу, и у меня нет времени на то, чтобы меня журили. Увидимся вечером». Женщины стояли, не двигаясь, а девушка быстро выскользнула из кухни, но разговор на этом не закончился. «Ах, если бы она вышла замуж за Райлана», – проговорила Бекки мечтательно. «Это было бы идеально», – согласилась Хезер. «Он бы отлично о ней заботился». Бекки кивнула, после чего обе женщины вернулись к своим делам.
«Извините меня», – сказала Джесси женщине, которая никак не могла решить, покупать ей туфли или нет. «Я оставлю вас на минутку», – добавила она, и направилась к дверям. В магазин только что вошла Сабрина, и Джесси тут же оказалась рядом. Она подошла к девушке и обняла ее. «Как вы?» – спросила Джесси. «Лучше». Заметно, что Хезер напудрила меня. Джесси внимательно осмотрела ее. «Тон немного светловат, но вы выглядите хорошо». «Вам нужна моя помощь?» – спросила Сабрина. Отчаянный взгляд Джесси заставил Сабрину рассмеяться. Джесси бы с удовольствием пообщалась с ней, но тут она вспомнила о женщине с туфлями. «Ну-ну, и я никак не думал, что вы все еще в городе». Брэд Тобен зашел в магазин Джесси и застал за прилавком Сабрину. «Здравствуйте, мистер Тобен. Чем я могу быть вам полезной?» «Почту, пожалуйста. И где же вы скрывались?» «У Джанет. Там я медленно приходила в себя после того, как попалась под горячую руку человеку, движимому местью». Глаза Бретта сузились, и, как и в прошлый раз, он удивлялся самому себе. Он не ожидал от себя, что так разозлится, и подумал, что если бы этот человек оказался здесь, у него было бы сильное искушение пристрелить его на месте. «Переломы были?» – спросил Бретт, стараясь говорить непринужденным тоном. «Нет, только синяки и ушибы». Брэд внимательно разглядывал ее прищуренными глазами, и Сабрина намеренно пододвинула к нему письмо, не будучи уверенной, что он заметил его. «Вы по-прежнему живете у Сан-Грена?» «Нет. И хотя я еще не забрала оттуда свои вещи, но я это сделаю». «Мое предложение остается в силе», – проговорил Брэд тихо, но тут же заметил, что остался в одиночестве. Сабрина одарила его гневным взглядом, повернулась и вышла. Брэд ушел из магазина, ничуть не сожалея о словах, которыми так разозлил девушку. Он полагал, что любое проявление эмоций было признаком того, что ему все же удастся достичь цели. До тех пор, пока она была неравнодушна, он верил, что у него остается шанс. «Как прошла ваша неделя?» – спросил Райлан у Сабрины в субботу вечером. У него самого были очень напряженные дни, и все это время он виделся с девушкой только мельком. Он не ужинал у Джанет, но зашел позже, чтобы пригласить Сабрину на прогулку. «Она показалась мне немного длиннее, чем обычно», – призналась Сабрина. «Но я, наконец, смогла снова вернуться к шитью, и это было приятно». «Вы больше не испытываете боль, когда наклоняете голову?» «Нет, она почти прошла, если только я не трогаю лицо». «И вы работали сегодня?» «Да, на 2 работах», – улыбнулась Сабрина. Это было замечательно. Они прогуливались за домом Джанет. Солнце медленно садилось, но было еще достаточно светло, и поскольку дом Джанет располагался далеко от шумного центра города, там было очень спокойно. «Вас не смутит, если я задам вам один вопрос, касающийся вашего прошлого?» «Нет», – ответила Сабрина. Она подумала, что это могло быть простое любопытство. Но в этом нет ничего занимательного. «Полагаю, что нет. Насколько я понимаю, ваша сестра старше вас?» «Да, на 3 года». «Она ваша единственная сестра?» «Да. Я думаю, что мы довольно долгое время были вполне нормальной семьей. Я хочу сказать, что Сибил всегда была своевольной, но мать была уверена, что она перерастет это». Вдруг Сабрина удивленно потрясла головой. «Пока я не пришла к Христу, я не понимала, насколько эгоистичным человеком была моя мать». «А какая здесь связь?» Я впервые ясно увидела, что она никогда не хотела слышать никаких плохих новостей. Возвращаясь откуда-нибудь домой, она говорила нам: «Расскажите мне что-нибудь хорошее». Когда мой отец пытался говорить с ней о чем-то серьезном,
или печальном, она тут же выходила из комнаты. Кто умер первым? Отец. В этот период Сибил перешла от своеволия к вседозволенности. Я не могла сказать об этом матери, потому что это не было хорошей новостью. Но Сибил была красивой, и ей нравилось внимание, которое ей оказывали мужчины. Она прятала от матери те украшения и подарки, которые они дарили ей. Она стала проституткой? Не сразу. Но когда она поняла, какие деньги она может на этом зарабатывать, она стала уходить из дома каждую ночь на протяжении всего последнего года жизни матери. Она не ходила по улицам, но встречалась с мужчинами, с которыми уже была знакома, и которые были готовы платить. Моя мать умерла, так и не узнав, кем стала ее дочь. «И она втянула в это дело и вас?» Сабрина вздохнула. «Да, когда умерла мать, денег у нас стало меньше. Моей сестре не хотелось делиться своими заработками, и ей не нравился дом, в котором мы выросли. Он, по ее мнению, был недостаточно шикарным. Когда мать умерла, она дала мне немного времени, чтобы прийти в себя, но потом заявила, что пришло время мне самой зарабатывать себе на жизнь. Сколько вам было лет? 16. А Райлан не помнил, когда в последний раз ему так сильно хотелось плакать. В нормальных семьях юная девушка в 16 лет еще папина дочка, его сокровище. Ее холят и лелеют, пока на горизонте не появится тот единственный молодой человек, которого она полюбит. «О чем вы думаете?» – спросила Сабрина. Райлан не заметил, что она внимательно на него смотрела. «Я думаю о том, как это было ужасно, и что в 16 лет все должно быть совершенно иначе. Я задумывалась о том, как это могло бы быть, но не очень-то хотела получить ответ. В некотором смысле человеку легче жить, не зная о том, что он упустил. Сабрина снова покачала головой. Ну вот, теперь я рассуждаю совсем как моя мама, которая не хотела слышать ничего плохого. И я думаю, что есть разница между тем, чтобы жить в нереальном мире, и тем, чтобы мучить себя мыслями о том, чего уже нельзя изменить. Сабрина пристально посмотрела на него. «Я сказал что-то не то?» «Я просто очень ценю ваше понимание». «Я рад. И, говоря о понимании, я хотел рассказать вам, как сильно я ценю то, что вы нашли время, чтобы увидеться с Кристал на прошлых выходных. Она считает, что я не буду приходить к ней, но я буду». «Конечно будете», – проговорил Райланд сухо. «Нет никакой возможности удержать вас на безопасном расстоянии от самого ужасного района в городе». Сабрина невольно улыбнулась. «Это не моя вина, что она живет там. Сделайте мне одолжение, захватите меня с собой, когда пойдете». Сабрина только улыбнулась в ответ, но теперь была очередь Райлана покачать головой. За ней нужен глаз да глаз. Он был совершенно убежден в этом. «Становится темно», – сказал Райлан после этого. «И я провожу вас до дома». Мне было приятно прогуляться. «Мы еще повторим это», – предложил Райлан, когда они повернули в сторону дома Джанет. «Прогулку или беседу о моем прошлом?» «И то, и другое, если вы не будете возражать». «Зачем об этом говорить?» – спросила Сабрина. «Потому что я не смогу понять вас, если не буду знать, какой была ваша жизнь раньше». «А вы хотите меня понять?» «Да, хочу», – проговорил Райлан тихо. Сабрина посмотрела на него, и он посмотрел на нее, но больше они не говорили об этом. Райлан завел девушку в дом, немного пообщался с Джанет, а затем пошел домой, думая по дороге о том, какими будут их будущие прогулки и разговоры. «Сейчас жарко даже в тени», – жаловалась Джесси в воскресенье вечером. Она пошла с девочками на пикник, и они позвали с собой Сабрину. «Радуйтесь теплу», – сказала Сабрина. «Не успеете заметить, как станет холодно, и мы будем мечтать о лете». «Это вы мне говорите?» – сказала Джесси, но тут их позвала Кланси. «Идите сюда, там вы не сможете намокнуть». «И, конечно же, в этом цель нашей жизни»,
пробормотала Джесси, стараясь говорить тихо. Обе женщины встали и пошли к берегу ручья. Они все-таки намокли, что привело малышек в восторг, но в конце концов они вернулись к покрывалу, чтобы поесть. Джесси приготовила прекрасный ужин из цыпленка, пышных булочек, 2 видов салата и печенья. Кувшин с водой помог им осилить всю эту еду. Наконец Сабрина легла на спину, сказав, что она вот-вот лопнет. «Я думаю, что рискую заснуть прямо здесь», – добавила она. «И вы бы не удивились, если бы проснулись, а на дворе было бы утро понедельника?» «Кстати, о понедельнике», – вспомнила Сабрина. «Вы не возражаете, если я немного опоздаю? Я хотела бы поспрашивать насчет аренды квартиры или комнаты». «Нет, нисколько не возражаю. Вы можете отсутствовать все утро», – добавила Джесси, которая искренне хотела, чтобы девушка жила в более безопасной части города. «Спасибо. С чего вы начнете?» «А с чего мне следует начать?» У Джесси было несколько предложений, и хотя она не имела ни малейшего понятия о том, хочет ли кто-нибудь в городе сдать комнату, они проговорили на эту тему на протяжении всего следующего часа. К тому времени, когда Сабрина дошла до дома Джесси, ей была известна информация почти о каждом доме в городе. «Я думал, что Сабрина будет здесь», – сказал Райлан Джесси в понедельник утром. «Она придет в полдень», – ответила женщина. «Она ищет квартиру». Прошло около 15 минут после этого разговора, но Райлан так и не смог найти девушку. Он ходил по улицам, где, по его представлениям, она могла попытать счастье, и старался вспомнить, кто в городе мог сдавать комнаты. Он почти отчаялся найти Сабрину, когда вдруг увидел ее. Девушка как раз вышла из двухэтажного здания и медленно шла по улице. Длинноногий Райлан мгновенно пересек это расстояние, но она заметила его, когда он был всего в 10 футах от нее. «Добрый день», – поздоровалась Сабрина. «Как идут поиски?» «Не очень», – ответила девушка, не упоминая о том, что мужчина из того дома, откуда она только что вышла, был готов сдать ей комнату, но он не был женат. «Вы уже ходили по Элдер-стрит?» «Не думаю». «Идемте сюда», – предложил Райлан, но Сабрина не торопилась последовать за ним. «Вы снова спасаете меня, верно?» Райлан остановился и посмотрел на девушку. «Неужели это так плохо?» «Я никак не могу к этому привыкнуть». «Почему?» «Я совершенно не подхожу вам». Она заставила себя выговорить эти слова, искренне веря, что это было правдой. «Не спешите с выводами». Сабрина не знала, что сказать. Он не вел себя уклончиво или непонятно, и Сабрина не знала, как ей быть с его прямотой. Она уже была готова спросить, почему он сразу же не отверг ее, но тут он заговорил первым. «Я думаю, что нам нужен посредник», – сказал Райлан. «Кто-то, кто мог бы задавать нам вопросы, которые помогут нам разобраться в ситуации». Сабрина задумалась, но ничего не сказала. «Я больше всего доверяю Чесу. Как вы смотрите на то, чтобы нам встретиться с ним?» «Не думаю, что это хорошая идея. Он знает обо мне?» «Да». «А Миранда?» «Он не спрашивал у меня разрешения поделиться с ней, поэтому я уверен, что она ничего не знает». Сабрина молчала так долго, что у Райлана было достаточно времени, чтобы все понять. «Вам было бы очень неприятно, если бы Миранда узнала правду?» Женщины реагируют на такое иначе, Райлан. Они не всегда могут принять это. «Я уверен, что в своей жизни вы пережили не один случай такого неприятия, но я могу уверить вас, что если Миранда Вик когда-нибудь узнает о вашей судьбе, то она только заплачет от сострадания». Глаза Сабрины немного расширились. Никто никогда еще не называл ее прошлое судьбой. «Вы обдумайте это предложение и дайте мне знать», – попросил Райлан. Сабрина только кивнула в ответ. Каждый раз, разговаривая с этим мужчиной, она не прекращала удивляться ему.
Теперь ей придется начать прилагать усилия, чтобы все запомнить и получить ответы на свои вопросы. В понедельник вечером Сабрина медленно возвращалась из магазина Джесси, стараясь не поддаваться плохому настроению. Она не нашла себе жилье, и весь остаток дня после разговора с Райланом она была в замешательстве. Девушка думала о том, стоит ли ей поговорить обо всем этом с Джанет. Но даже когда эта мысль сформировалась в ее голове, Сабрина не знала, какой именно вопрос она могла бы задать женщине. Сабрина все еще думала об этом, и в ее голове проносилось множество мыслей, когда вдруг заметила мужчину, похожего на зэка. Она остановилась и стала наблюдать за ним, пока он не скрылся в салуне «Кабанья голова». Не спеша и стараясь сохранять присутствие духа, девушка подошла к салуну. Дверь была открыта, и она зашла внутрь, стараясь привыкнуть к темноте. «Здравствуйте, Бри!» Брэд оказался рядом с ней еще до того, как она успела осмотреться. «Проходите!» «Скажите, Зэк Мастерс здесь?» «Не думаю», – ответил Брэд холодно. «Только не говорите мне, что вы предпочитаете общество зэка моему». Глаза Сабрины, только что внимательно осматривавшие помещение, теперь остановились на владельце салуна. «Вы шутите?» – сказала она, снова оглядываясь по сторонам. Заметив в углу помещения помощника шерифа Вернера, она вздохнула и спросила о нем. «Да, это он самый», – неуважительным тоном отозвался о нем Брэд. «Он бывает здесь постоянно». Сабрина пристально смотрела на Вернера до тех пор, пока тот не поднял глаза и не заметил ее. «Выпейте что-нибудь», – предложил Брэд, но Сабрина покачала головой. «Спасибо. И я пойду». «Бри!» – окликнул ее Брэд, который только сейчас все понял. «Это зэк избил вас?» Сабрина кивнула и, не говоря больше ни слова, вышла из салуна. Брэд вышел на улицу и смотрел ей вслед, но девушка больше не обернулась и не видела его. «Я хотела бы задать вам один вопрос», – сказала Сабрина после того, как они с Джанет приступили к работе в среду. «Вы выросли в Токен-Крик?» «Нет, мы с Фетой родом из Аллентауна, что в Пенсильвании». «А как вы оказались в Токен-Крик?» «Я познакомилась с Оуэном Фулбрайтом. Он всегда жил здесь и владел банком. Он как раз строил наш дом. Мне было неловко покинуть родных, но я была влюблена, и я все еще люблю его». Сабрина улыбнулась ей и, наконец, рассказала женщине о своей проблеме. «Я не могу найти себе жилье. Я расспросила всех, кого могла, но все безопасные места сейчас сданы». «В таком случае», – сказала Джанет, все еще склонившись над швейной машинкой, «я думаю, что вам лучше остаться у нас, пока не появится что-нибудь подходящее. Нам нравится, что вы живете у нас, и я думаю, что подходящее место может появиться быстрее, чем вы предполагаете. Кто знает, может быть, освободится квартира на 2-м этаже». Когда я сдала ее квартиранту, который сейчас там живет, он не знал точно, сколько времени пробудет в городе. И я взяла его, решив, что даже если он проживет там всего несколько месяцев, это лучше, чем если квартира будет пустовать. «Почему вас не стесняет то, что я живу у вас в доме и ем за вашим столом?» «Помилуйте, Бри!» – проговорила Джанет с тихой уверенностью. «Все это дал мне Бог, и почему же я не имею права поделиться этим с другими? Это было бы очень печально». Сабрина никогда не смотрела на ситуацию с такой стороны. Ей было не просто жить в этом доме, но, может быть, ей следовало отбросить воспоминания о Сибил и увидеть его как дом щедрой и богобоязненной женщины.
«Что означает эта задумчивость на вашем лице?» – спрашивала Джанет. «Я просто думаю о том, сколько мне еще предстоит развиваться в духовном плане. И всем остальным тоже. Только не вам, Джанет», – запротестовала Сабрина. «И мне, дорогая, в последнее время мне часто хотелось, чтобы было все по-моему, и Богу пришлось напомнить мне о том, что не я за все отвечаю». Сабрина улыбнулась ей. Джанет улыбнулась в ответ. С этого дня девушка решила воспринимать этот дом иначе. Глава 17. «Что ты здесь делаешь?» «Именно об этом я пришла спросить тебя, Сибил. Этот дом, он принадлежит ему?» «Да, и ты должна уйти». «Почему? Ты не сказала ему, что у тебя есть родственники? Ты не сказала ему, что у тебя есть сестра?» Он знает о тебе, но он также знает, чем ты занимаешься. Чем я занимаюсь? А как насчет тебя? Не ори, Бри! Сибил схватила Сабрину за руку и потащила назад к парадной двери. Они прошли мимо женщины в одежде горничной, но Сибил не обратила на нее внимания. «Ты не можешь остаться здесь!» Ты выгоняешь меня? «Да!» Глаза Сабрины сузились от гнева. Сколько у тебя времени, Сибил? Сколько у тебя осталось времени, пока он узнает, кто ты есть на самом деле, и прогонит тебя? «Мы женаты, Бри!» – сказала Сибил с торжеством. «Он влюблен в меня и никогда не прогонит!» Если ты замужем, то ты можешь помочь мне. «Ничего не получится. Он не захочет, чтобы такая, как ты, жила здесь». Такая, как я? Сабрина в недоумении уставилась на сестру. Ты ведешь себя так, будто замужество может изменить то, кем ты являешься на самом деле. Мы обе знаем, кто... «Ты должна уйти!» – прервала ее Сибил. Сабрина посмотрела на старшую сестру и увидела, что та не шутит. Она посмотрела на прекрасное платье, в которое была одета Сибил, и на ее идеально уложенные волосы. Надеюсь, он позволяет тебе покупать много одежды, Сибил. Тебе нужно хорошо выглядеть, если ты собираешься отвлечь его внимание от своего сердца. «Убирайся!» – крикнула Сибил уже без всякого торжества. «Убирайся! И чтобы ноги твоей здесь не было! Я больше не желаю тебя видеть!» Сабрина вздрогнула и проснулась. Стремясь прогнать эти образы и стараясь окончательно стряхнуть с себя остатки сна, девушка передвинулась на край кровати и села. Сабрина уже не в первый раз видела во сне свою сестру, но этот сон был особенно похож на реальность. Действительно, когда Сибил неожиданно исчезла куда-то, Сабрина разыскала сестру и пришла к ней просить помощи. В ответ девушка услышала только то, что теперь у ее сестры была новая жизнь и что для Сабрины в этой жизни не было места. Сабрина подошла к окну и широко распахнула его. Ночной воздух был прохладным, и она долго стояла, позволяя ветру овевать себя. «Прошу тебя, Господи, прости Сибил, где бы она ни была. Спаси ее и ее мужа. Помоги им найти тебя, Господи. Коснись их сердец, чтобы они начали искать тебя». Сабрина молилась до тех пор, пока ее сердце от грусти не стало рваться на части. Ей до боли хотелось увидеться со своей сестрой и рассказать ей о тех переменах, которые произошли в ее жизни, и убедить ее, что Христос умер за всех. Она сомневалась в том, что Сибил понравится, если кто-то скажет ей, что она грешница и нуждается в покаянии, но Сабрине хотелось попытаться. Наконец она снова легла в кровать, залезла под одеяло и замерла. Она долго не могла уснуть, но это не беспокоило ее. Она продолжала молиться за свою сестру, зная, что Богу все известно о Сибил и ее
нуждах. И все еще думая о сестре, девушка, наконец, заснула. «Расскажите нам все в подробностях», – спросила Мэг, когда встретилась с Джебом и Пэттиен в субботу. Семейство Холденов сразу же приехало в город, узнав, что Дорны накануне вернулись домой. Но выполнить просьбу Мэг оказалось нелегко. Супруги не видели Саванну почти 3 недели и не могли привыкнуть к тому, как сильно она изменилась. «Твои родители выглядят прекрасно», – начала, наконец, Пэттиенс, тогда как Саванна продолжала сидеть, прижавшись к ней. «Они скучают по вас, но надеются приехать этой осенью». «О, это было бы чудесно!» «Мы рассказали им о Саванне», – сказал Джеб, все еще жалея о том, что все трое не смогли поехать вместе с ними. Но этого им все равно было недостаточно. «Тебе нужно увидеть коробочку, в которой твоя мать хранит все твои письма», – сказала Пэттинс. «Твой отец купил ее для твоей матери. Она резная, и твоя мать держит ее рядом со своим креслом в гостиной. По вечерам, когда они бывают одни, они достают старые письма и перечитывают их». Мэг закрыла глаза, чтобы не расплакаться. Брэд положил руку ей на плечо, прося Бога, чтобы он помог их родственникам благополучно приехать осенью в гости. Было бы великолепно, если бы они смогли приехать уже в феврале, когда родится малыш. Но путешествовать зимой всегда рискованно, а сердце подсказывало ему, что Мэг просто необходимо увидеться с ними раньше. Джеб продолжал рассказывать о поездке, и Мэг удалось сдержать слезы. Брэд был почти уверен, что это ненадолго, но в данный момент они сосредоточились на Дорнах и получали удовольствие от того, что находились у них в гостях. «Помните, что вы во Христе!» – проповедовал Райлан в воскресенье утром. «Живите достойно Христа и поставьте точку на том, кем вы были раньше. Об этом говорится здесь, в 3 главе послания к Колоссянам. Мы были распяты и воскресли во Христе, поэтому мы должны отложить дела старой жизни. Позвольте мне зачитать список этих дел. Блуд, нечистота, страсть, похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, гнев, ярость, злоба, злоречие, сквернословие и ложь. Не очень привлекательная картина, верно? Но это то, какими мы были без Христа. Мы были способны на любые грехи. Вы услышали то, что я сказал? Это было без Христа, но теперь все изменилось. Помните о том, кем вы стали. Живите достойно Христа и не возвращайтесь к прошлому. Прослушайте следующий список, который начинается со стиха 12. «Облекитесь, как избранники Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так прощайте и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны». Вот это да! Это нелегко сделать, но в этом состоит наша цель. Я хочу, чтобы вы хорошо знали стихи, в которых звучат эти наставления, сказал Райлан в заключении проповеди. Начните с 1 стиха, в котором говорится, что мы воскресли с Христом. Именно это определяет то, кем мы являемся. Мы были воскрешены с Ним. Затем в том же стихе нам сказано «Ищите горнего», то есть исполняйте на практике то, к чему вы призваны.
Теперь обратите внимание на 5 стих, где нам повелевается умертвить земные члены наши. Другими словами, мы должны покончить с тем, кем мы были раньше. Уделите какое-то время на неделе изучению этих стихов и выучите их наизусть. И давайте не будем забывать молиться друг за друга всю неделю и интересоваться друг у друга, как мы выполняем услышанные наставления на практике и как мы отказываемся от того, кем мы были раньше. «Что ты делаешь?» – спросил Чес у Миранды после богослужения, перекладывая спящую Нелли на другое плечо. Миранда сидела, наклонившись над листком бумаги. «Я записываю все, чтобы не забыть. Мне было просто необходимо услышать это. О том, чтобы знать Божьи наставления, применять их на практике и оставить прежний образ жизни? Ты именно так собираешься это запомнить?» «Думаю, что да. Обязательно спроси у меня завтра о том, удается ли мне это выполнять». Миранда улыбнулась ему, и Чес наклонился и поцеловал ее в щеку. Затем, подняв глаза, они увидели, что к ним направляется семья Ратманов. Дэрил пригласил их на ужин. И день пошел своим чередом. «Со мной все будет хорошо», – уверяла Сабрина, Бекки и Хезер в тот же день. Обе женщины с ужасом смотрели на нее, но какое-то время молчали. «Я буду куда внимательнее, чем в прошлый раз, но мне нужно собрать мои вещи. В противном случае Буч Сангрен заберет их себе. Арендная плата за комнату внесена только до вторника». «Я пойду с вами», – начала Бекки, жалея о том, что Джанет ушла на обед к Дорнам. «Хорошо», – сказала Сабрина. «Но это не обязательно». «Ну, это уже дело мнения», – пробормотала Бекки и сказала, что пойдет переодеваться. Сабрина посмотрела на Хезер, которая нервно покусывала губу, и вдруг девушка почувствовала, что с нее хватит. Она не сердилась, но собиралась прямо сказать обо всем, что думала по этому поводу. «Я не могу постоянно жить в страхе, как вы, Хезер». «Так вот о чем вы думаете?» «А разве это не так? Я не могу прятаться за стенами этого дома всю оставшуюся жизнь, как бы сильно вам всем не хотелось этого». Хезер выглядела пораженной. Им хотелось защитить Сабрину от того негодного человека, но они не подумали, что это была за жизнь для молодой девушки. «Простите, Бри, я действительно до конца не понимала этого. Спасибо. Вы в самом деле не против того, чтобы Бекки пошла с вами?» – спросила Хезер, зная, что ей придется проявить над собой усилия, чтобы заставить себя не волноваться о Сабрине. «Не против», – сказала Сабрина. «Но я уже говорила, что в этом нет никакой необходимости». Хезер кивнула. В комнату вошла Бекки, одетая в старое платье и со шляпой на голове. «Бекки», – проговорила Хезер немного сурово, – «когда вы вернетесь, мне нужно будет поговорить с вами. Но пока вы будете там, позвольте Сабрине делать то, что она считает нужным. Вы понимаете меня?» «Понимаю. Она будет в безопасности?» «Дело не в этом», – прервала ее Сабрина убедительно. «Мне нужно забрать мои вещи, и я собираюсь это сделать. Вот и все». «Жаль, что у Тимоти сегодня выходной», – сказала Хезер. «Было бы неплохо поехать в фургоне». «А мы сможем сами запрячь лошадь?» – спросила Сабрина, думая о том, что было бы хорошо перевезти все вещи за один раз. «Мы можем попытаться», – сказала Бекки, вдохновившись этой мыслью. Хезер невольно засмеялась. Сабрина засмеялась вместе с ней, но Бекки уже шла к выходу, и Сабрина последовала за ней. «Давай, давай, дружище», – приговаривала Сабрина, обращаясь к огромному животному, которое будто спало, стоя на ногах. «Только спокойствие». Бекки ворчала и тянула за выступ фургона. «Как только Тимоти сдвигает его с места!» «Давайте я помогу вам»,
сказала Сабрина, но когда она потянула, ее глаза едва не вылезли на лоб от напряжения. «Вот видите?» – сказала Бекки. «Он тяжелый». Женщины стояли по обе стороны от фургона и думали о Тимоти, который работал у Джанет. Он был уже далеко не молод, но тем не менее умудрялся справляться с тележкой и с фургоном. «Давайте попробуем еще разок», – предложила Бекки. Они были поглощены этим занятием, когда вошел Райлан. «Интересно, сколько же он весит?» – спросила Сабрина в изнеможении. «Какое зрелище!» Неожиданно для женщин раздался возглас Райлана, напугавший их обеих. Они резко выпрямились и обернулись. «Нам нужно запрячь этот фургон», – тут же объяснила Бекки. «И как только Тимоти это делает». Райлан улыбнулся кухарке, подошел к фургону и отодвинул чурбан, который Тимоти положил под заднее колесо. «Ну, я бы никогда не догадалась!» – воскликнула Бекки, наблюдая за его действиями. Сабрина прикрывала рукой рот, пытаясь сдержать смех, тогда как Бекки открыто улыбалась Райлану. Великан отнесся к этому маленькому происшествию спокойно. Он неспешно вывел лошадь и запряг фургон настолько быстро, что женщины не могли поверить своим глазам. «Дамы, позвольте отвезти вас», – предложил Райлан, стараясь не смотреть на Сабрину. Девушка выглядела особенно привлекательно в своем темно-синем платье с голубым кантом, который очень подчеркивал цвет ее глаз. «Мы собираемся перевезти вещи Бри из ее бывшей квартиры», – сказала Бекки и прикусила язык, несмотря на то, что ей очень хотелось рассказать больше. «Ну, я надеюсь, что вы позволите мне помочь вам». Сабрина отступила назад, пока Райлан помогал Бекки забираться в фургон, затем он повернулся к ней. «Это Хезер послала за вами?» «Нет, она должна была это сделать». Сабрина покачала головой и не стала ничего объяснять. Она молча позволила Райлану помочь ей забраться в фургон. «Уезжаете?» – спросила Кристал, стоявшая около дома. Женщина, которая находилась рядом с ней, как показалось Сабрине, была Паулой. «Да, пара. А вы Паула?» «Да. Меня зовут Бри». «Это ваш парень?» – спросила она, следя глазами за Райланом, когда он спускался по лестнице с передней спинкой кровати в руках. «Это мой пастор», – ответила Сабрина кратко, поворачиваясь обратно к Кристал. Она не почувствовала в словах Паулы ничего, кроме интереса к очередному мужчине. «Почему бы нам как-нибудь не пообедать или, может, поужинать в отеле?» «Хорошо», – медленно согласилась Кристал, все еще продолжая удивляться этой девушке. «Я смогу во вторник». «На обед или на ужин?» «На ужин», – ответила Кристал, говоря себе, что она заслужила выходной. «Я буду ждать вас там после 5». «Только попробуйте не прийти», – сказала Кристал. Сабрина улыбнулась ей и пошла наверх. Она слышала, как Кристал напомнила Пауле о том, что та хотела поговорить с Сабриной, но не стала прислушиваться к ответу женщины. «Спасибо вам за всю вашу помощь, Бекки», – сказала Сабрина, когда все вещи были перевезены. «Не вопрос», – ответила Бекки в своей рисковатой манере, поворачиваясь, чтобы идти к дому. Сабрина отправилась на поиски Райлана, который пошел поставить на место фургон и привязать лошадь, и нашла его в амбаре. «Спасибо вам за помощь», – сказала Сабрина, удивляясь, почему рядом с ним ей чувствовалось так легко. «Пожалуйста. Вам было трудно оставлять это уже обжитое место?» «Немного», – ответила Сабрина, сознавая, насколько эти слова были верны. «Мы с Кристал договорились о встрече, и от этого мне стало легче». Сабрина не смотрела на Райлана, но поскольку он ничего не сказал, она подняла глаза. А Райлан внимательно рассматривал ее. «Вы особенная»,
Вы знаете об этом? Что заставило вас сказать это? Я не уверен, что вы слышите такие слова достаточно часто, а ведь они истинная правда. Вы о том, что мы с Кристал договорились о встрече? Вот именно. Не каждая женщина смогла бы найти подход к такой девушке, как Кристал. А если бы и нашлась такая, то она, вероятно, после всего пережитого никогда не захотела бы иметь ничего общего с прежней жизнью. Полагаю, что за это мне следует поблагодарить Келли Баршоу. Райлан нахмурился, не понимая, что именно она хотела этим сказать. Разве вы не знали, что она когда-то работала в ночном районе Денвера? Нет. А если и знал, то совершенно забыл. Мне нужно было зайти в бордель за моими вещами. Продолжала рассказывать Сабрина. Это воспоминание пришло ей в голову. И она вошла туда вместе со мной. Лил, хозяйка заведения, предложила Келли снять комнату, но Келли великолепно контролировала ситуацию. Она не позволила Лил сказать ей ни одного неуважительного слова. На этой неделе Брэд Тобан заходил за почтой и сказал мне кое-что, выходящее за рамки допустимого. И я просто отвернулась и ушла. Келли говорила мне, что я должна провести четкую черту и знать, какого отношения к себе я ожидаю от окружающих людей. Почему вы уехали из Денвера, если Келли оказывала вам такую поддержку? Сабрина вздохнула. Я жила у Дэнни и Келли в хорошем районе, но он располагался не так уж далеко от ночного района. Я работала в прачечной, и там был один мужчина, который знал меня. Он не причинял мне неприятностей, но потом стали появляться другие мужчины, и некоторые из них проявляли настойчивость. Некоторые приходили даже к дому Баршу. Я не хотела иметь ничего общего с той жизнью, но мужчины, которые находили меня, не давали мне забыть о прошлом. Дэнни сказал, что лучшим выходом будет переезд, и они отправили меня сюда. Токен Крик от этого только выиграл. Сабрина открыла рот, не в силах поверить, что он не шутит. «Откуда вы родом?» Из того же места, что и Дэнни Баршу. Сабрина долго смотрела на него и затем вспомнила о Чесе. «Вы говорили с Чесом по поводу нашей встречи с ним?» Говорил сегодня утром, он ожидает нас завтра вечером. «А когда вы планировали сообщить мне об этом?» Мы только сейчас остались наедине. Кроме того, Чес знал, что у меня не было возможности спросить у вас. Поэтому он выразил готовность в случае необходимости перенести нашу встречу на другое время. Сабрина посмотрела на Райлана. Вы хотели бы перенести встречу на другой день? «Полагаю, что нет». Постарайтесь умерить свой энтузиазм. Сабрина слегка засмеялась. Бекки говорила что-то насчет пирога. Вы зайдете к нам? Да, мэм. Райлан наблюдал за ее улыбкой, стараясь не обольщаться тем, что это был добрый знак ее расположения к нему. Он повторял себе, что его сердцу просто хотелось бы верить в желаемое. «Мы не можем паниковать всякий раз, когда она выходит из дома», говорила Хезер Бекки, найдя ее на кухне. Джанет тоже находилась там и молча слушала разговор. Она обвинила меня в том, что во мне говорит страх, и она права. И я боялась. И я не могу навязывать ей свои страхи. Хезер повернулась и посмотрела на Джанет. «Мы все боялись». Джанет кивнула. Хезер была права. «И последнее», – продолжала Хезер, сознавая, что она имеет право высказать свое мнение. «Если мы не можем смириться с образом жизни Сабрины, то ей нужно будет уехать отсюда. Возможно, в какой-то другой церкви у нее будет больше простора». «Нет», – сказала Джанет. «Ей нужно остаться. Она никогда не лезла на рожон. Произошедшее нападение не было ее виной. Она действительно ходит в них благополучный район города, но не из легкомыслия, а для того, чтобы протянуть руку помощи другим. Мне просто нужно сделать то, что вы сказали, Хезер, и не навязывать ей свои страхи». «Ей нужно выйти замуж за Райлана», – заговорила Бекки, как если бы это решило все проблемы.
Обе женщины были готовы засмеяться выражению ее лица и тону голоса, но тут они услышали шаги на кухонном крыльце. Это были Сабрина и Райлан. Чес все еще ничего не говорил Миранде. Если вы не возражаете, он сделает это перед нашим приходом, и тогда она сможет присутствовать при нашем разговоре. Райлан пришел к магазину Джесси в понедельник и застал там Сабрину. Для разговора они отошли в один из дальних углов склада. «А что, если ее реакция будет не такой, как вы рассчитываете? Что, если ей потребуется больше времени?» «Времени на что?» «На то, чтобы свыкнуться с этой мыслью. Возможно, она не захочет меня видеть некоторое время». Райлан посмотрел на выражение ее лица, и его сердце сжалось в груди настолько сильно, что ему стало трудно дышать. Сабрина неверно истолковала себе его заминку и заговорила снова. «Я понимаю, Райлан. Мы можем встретиться в другой раз». Райлан поднял руку и нежно прикоснулся к ее щеке. Он просто не мог удержаться. «Мне очень печально от того, что вас слишком часто отвергали и отталкивали, Сабрина. Очень печально». Сабрина заглянула в его глаза, не зная, что делать. Она не была готова к такому явному проявлению его сострадания к ней. В этот момент она почувствовала, что ей легче было бы нести эту боль самой, только бы не видеть, как больно ему. Сабрина ответила первое, что пришло ей в голову. «Что же мне с вами делать?» «Чес поможет нам ответить на этот вопрос». Сабрина пристально посмотрела на него, не будучи уверена в том, что это возможно. «Значит, с Мирандой подождем?» «Ни в коем случае. Просто знайте, что я пойму, если потребуется отменить встречу». Райлан проигнорировал ее сомнения. «Я зайду за вами к Джанет в 7 часов». «Я буду готова». Райлан не стал ее больше задерживать, и девушка вернулась к работе. Сабрина почти не думала о предстоящем вечере. Просто она решила, что Райлан вернется и скажет ей, что она была права, и встречу нужно перенести, а до тех пор ей не было смысла беспокоиться об этом. «Вам известно, где был Льюис сегодня утром?» «Он опоздал», – спрашивал Нейт у Тома Коллера в понедельник. «Нет, я не видел его. Почему вы спрашиваете?» «Не берите в голову и не говорите ему о том, что я спрашивал о нем». Том кивнул. Он совсем недавно приступил к выполнению обязанностей помощника шерифа, и ему хотелось сохранить это место. Если для этого потребуется держать язык за зубами, то он это сделает. «Ты успокоилась?» – спросил Чес у Миранды, хотя ее глаза все еще были красными. «Думаю, что да. Я просто не хочу, чтобы она неверно истолковала мои слезы». Чес кивнул. Он рассказал обо всем Миранде, как только получил разрешение от Райлана, и, как он и ожидал, его жена расплакалась от сочувствия к девушке. «Да, знаешь ли ты, Чес, понимаешь ли ты, как все это ужасно?» Спрашивала она его снова и снова, и ее сердце разрывалось от боли. Гости должны были прийти к ним уже в течение часа, а у Миранды все еще были заплаканные глаза. Супруги помыли посуду, уложили детей спать и стали ждать Райлана и Сабрину в гостиной. Миранда приготовила ягодный коблер, и у нее были припасены даже свежие сливки. Ей не терпелось поскорее увидеть девушку, и было уже почти 7 часов, когда Миранде вдруг пришла в голову мысль, что Сабрина, возможно, в ужасе от предстоящего вечера. Остаток времени женщина провела в молитве за Сабрину, чтобы девушка могла почувствовать, как сильно ее любят. «Вы в порядке?» «Да. Я просто не думала, что мы действительно пойдем к ним». «Я думаю, что вы полюбите Миранду, когда узнаете ее поближе». «Мне нравится, как она обращается с детьми. Со стороны видно, что они ее любят и слушаются». «Когда вы это замечали?» «По воскресеньям. Им очень нравится сидеть на руках у родителей, и при этом они всегда их слушаются».
Вам обязательно нужно сказать им об этом. Это их ободрит. «А что именно мы будем делать сегодня вечером?» Вдруг спросила Сабрина. Просто поближе познакомимся друг с другом. «Мы с вами или все присутствующие?» Я думаю, что мы все, но это поможет и вам, и мне говорить о нашем прошлом и о том, кем мы являемся сейчас. «У вас нет прошлого». Или вам так только кажется? Сабрина резко остановилась и открыла рот. Райлан остановился рядом с ней. «Даже не могу себе представить, как я могла быть такой эгоистичной. Я так беспокоилась о том, чтобы вы не влюбились в меня, и хотела защитить вас от себя, что даже не спрашивала вас о вашем прошлом». Вы не были эгоистичны. И когда у вас появятся какие-нибудь вопросы, я с радостью отвечу на них. Он сказал об этом совершенно спокойно. Сабрина задумалась о том, какой была его жизнь раньше, и все ли в ней действительно было так легко и просто.